Рабочий день в Милане начинается около 8:30 утра, и примерно к этому времени все стараются добраться в офис. Пробок после 8:30 утра я не заметил, хотя это обычный рабочий день. Многим миланцам нравится ходить на работу пешком и наблюдать, как начинается рабочий день в бодром и энергичном городе, а вечером, как город преображается после работы. На улицах города много ретро-трамваев, которые создают неповторимую атмосферу маленьких автомобильчиков и скутеров. Причем скутеры на дороге ведут себя достаточно агрессивно и часто не пропускают пешеходов. Милан, в отличие от Рима, требует активного поведения. Он не так явно демонстрирует свои красоты. Милан сегодня – это модель для подражания, которой, возможно, последуют другие города Италии. Такой ритмичный город становится магнитом для активных, деятельных людей, которые стараются изменить его в лучшую сторону. Все это сильно ощущается на улицах Милана, где соседствуют средние века и продвинутая современность. На площадь перед Миланским собором я отправился из отеля пешком. Мой путь пролегал через парк Джардини Публичи Индро Монтанелли. Я был приятно удивлен, что в самом сердце многомиллионного Милана есть такой парк. Большие старые дубы, камни, поросшие мхом, пруд, пение птиц создавали ощущение сказки. А палаццо Дуниани с фонтаном перед парадным входом словно перенес меня в один из пригородов Санкт-Петербурга. Так, друзья, я нахожусь на Пьяцца делла Скала. За моей спиной вот это театр Ла Скала. Известный театр, старейший, можно сказать, театр в Европе. Построен он в 1778 году. Считался в то время одним из самых больших и самых красивых театров. В принципе, площадь такая достаточно небольшая, комфортабельная, уютненькая, я бы сказал. Народу здесь много, очень много каких-то, может быть, менеджеров, может быть, студентов. Здесь же находится памятник за моей спиной. В центре Пьяцца делла Скала в 1872 году установлен памятник Леонардо да Винчи, а его постамент окружает скульптуры 4 любимых учеников мастера. Прогулка моя сейчас идет площади Дуомо, где находится всем известный собор Дуомо. Его я хочу посмотреть. И как раз вот на пути у меня был театр Ла Скала, и я, конечно же, захотел его вам показать. Давайте посмотрим. Здание построено в 1776-1778 годах на месте снесенной готической церкви Санта-Марии алла Скала. Кстати, зал в театре вмещает почти 2000 зрителей. За счет этого он считался одним из самых больших тогда. И зал выстроен в форме подковы. Сейчас, друзья, мы направляемся на площадь Дуомо. Она как раз вот рядом с театром Ла Скала. И проходит наша дорога вот через такую интересную арку. Я думаю, что здесь все это туристы, хотя не исключаю тот момент, что здесь много и местных жителей, миланцев. Il Salotto di Milano, гостиная Милана. Именно так называют одно из самых популярных туристических мест города, откуда традиционно начинается знакомство со столицей итальянской моды. Миланская галерея Виктора Эммануила II представляет собой элегантный торговый пассаж XIX века со стеклянной крышей и впечатляющим интерьером. Легендарные старинные кафе и рестораны. Наряду со знаменитыми улицами Виа Монте-Наполеоне и Виа делла Шпига, галерея считается элитным местом миланского шопинга, а также привлекает туристов возможностью совершить увлекательную прогулку по ее крыше, чтобы насладиться великолепным видом на город и увидеть Миланский собор с необычного ракурса.
Ну и, как я уже сказал, из этого монументального сооружения я вышел на площадь Дома. Ого, чего себе! Как вы думаете, что это было? Я, честно говоря, в восторге. Дуомо, конечно, поражает своей красотой. Здесь много туристов. Он очень круто выглядит. А насколько это передается в видео, мне, конечно, сложно сказать. Но вообще, то, что я сейчас наблюдаю перед собой, я никогда такого не видел. Такого камня, такого сочетания камней, таких рельефов. Наверное, только где-нибудь в Барселоне собор или в Париже может, наверное, конкурировать с ним. Я, честно говоря, там не был. Надеюсь, что я побуду там. Посещу эти славные города. Собор Дуомо меня очень-очень поражает своей грандиозностью, масштабностью, размерами. Он, ну вот, в длину, в глубину он, конечно, шире, больше, чем фасад, который я вижу. И здесь все украшено скульптурами, резными какими-то моментами. Очень богато украшен собор. Там над ним вверху, я вижу, реконструируется. Часть собора находится в лесах. Пожалуй, обойду его со всех сторон. Кстати, а вы были здесь, уважаемые зрители и подписчики? Видели эту красоту? Я не знаю, зайду ли я внутрь. Может быть, зайду. Снаружи он сильно грандиозен. Очень, прям, реально, это очень круто. Я не знаю, как описать мои эмоции, когда я вижу это. Очень круто. Я обошел собор с обратной стороны. Здесь тоже находится историческая застройка. Все фасады, ну, по крайней мере, в этой части города в прекрасном состоянии. Собор частично реставрируется. Вот видно. Вот здесь вот находится вход. Фасад закрыт декоративной, ну, отделочно такой, чтобы не падало ничего, пленкой. И вывешен большой рекламный экран Samsung, который демонстрирует рекламные ролики. Вот такое вот сочетание современного восприятия религии и нашей культурной реальности. И я пока решил подойти ближе к собору, чтобы рассмотреть все, что его украшает. Потрясающая детализация. Это вот насколько нужно классно владеть своими инструментами, быть большим профессионалом в своем деле для того, чтобы создавать вот такую вот красоту. Двери точно так же украшены вот такими барельефами, фигурами, скульптурами. Очень круто. Я нахожусь в соборе Дуомо. Внутри это вызывает еще больше эмоций. Та грандиозность, которая заметна снаружи, здесь она еще более преображается и вызывает еще большую кучу эмоций, восторга. Как вы слышите, сейчас поет хор. Я, честно говоря, не знаю, запись это или нет. За моей спиной находится алтарь. Собор просто грандиозных размеров. Очень круто. Всем рекомендую к посещению. Вот в этих кабинках
происходит исповедь. Здесь вот написаны языки, на котором можно исповедоваться. Немецкий, французский, английский, испанский, итальянский, соответственно. Я взял посещение, билет просто в собор Дуомо. Также еще можно посетить террасы и все, что находится вокруг и над самим собором. Ну, я имею в виду какие-то площадки, смотровые, еще что-то. Мое знакомство с городом Миланом длилось около 20 часов. Ну и, естественно, я не узнал его в полном объеме. Но я непременно хочу вернуться в Милан. Он оставил у меня очень позитивные впечатления. Если у вас в процессе просмотра ролика появились вопросы или наоборот ответы, я буду рад увидеть их в комментариях и лично отвечу на них. А вам, дорогие зрители, я хотел бы сказать большое спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал Акриста. С нетерпением жду новой встречи с вами. Пока.